проверяла уже, сколько времени ты в игре провела? Ну какая разница, где я сижу? Ты же просил замереть. Я позирую, не шевелюсь. А вдруг это кто-то важный, а? Может, что-то случилось? А вдруг это хирург по поводу операции? Ну, перезвонят. К тому же номер не определился. Ай, ненавижу этих анонимов. Вот по-любому это вампир. Ты получил скриншот, который я тебе утром скидывала? Как же он меня достал, а? Чертов сталкер. Создал новый аккаунт. Пролайкал все мои фотографии, чтобы я обратила на него внимание и ответила хотя бы на одно сообщение. Просто заблокирую и все. Милый, прекрасный план. Называется Рина. Сделай вид, что проблемы просто не существует, да? Тогда маньяк поймет, что его игнорируют, испугается и передумает бросаться на меня с ножом. Не знаю, прости, конечно, но правда, я проблем никакой не вижу. Ну да, у тебя есть поклонник. Влюбленный, жалкий. Ну, вот как эта тряпка, которую я все время выкинуть собираюсь, а все как-то руки не доходят. Блин, опять испачкался. Ты намекаешь на то, что будь у тебя старая поклонница, мечтающая посадить тебя на цепь, ты жил бы спокойно? К тому же вампир далеко не старый, а вполне себе здоровый и полный сил. Так сколько ты в этой игре уже сидишь? Мне страшно. Боюсь, что если узнаю точное время, еще сильнее себя возненавижу. Хотя, ну, может, и нет в этом большого греха, что каждый человек имеет право иногда почилить, отбросить важные дела, залипнуть в экран и ничего не делать. А ты бомбами разбрасываешься или бережешь их? Зависит от того, на каком я уровне. Если ключей много, то предпочитаю молнии, да. Но лучше собирать мешки с ними быстрее. Ага. Ну, лучше скажи, сколько ты сам в этой игре залипаешь. Ну, конечно, когда не делаешь вид, что пишешь очередной шедевр. Милый, ну прости, пожалуйста. Я ляпнула, не подумав. Да ты права. Это же все сублимация. Я тоже жалкий. Все тешу себя иллюзиями, что смогу продать хоть еще один твой портрет. Другие-то картины спросом не пользуются. Покупают только тебя. На первую операцию хватит. Потом же тебе нужен будет уход. А потом вторая и... Так, а ну-ка отставить падение духом. Милый, лучше скинь мне еще одну жизнь, пожалуйста. Я уже почти прошла этот уровень. Еще немного, мне откроется новый сундук с подарками. А ты заметил, что эта игра похожа на брак? М? Ну, первый уровень легкий, забавный, простой, чтобы подсадить нас. Дальше сложнее, но мы все равно проходим, втягиваемся. А потом понимаем, что зря убили столько времени. Хотим ее удалить, психуем, но нам просто уже жалко, да? Всех этих призов и наград, пускай виртуальных. Ты, кстати, заметил, как они приятно звенят? Намекаешь на то, что я за столько лет так и не сделал тебе красивое предложение? Ну ты что, ты написал столько моих красивых портретов, мне грех жаловаться. Заметил, я стала слишком часто говорить о грехе. Может, это знак, что мне надо
повернуться лицом к религии. Я не поняла, ты мне скинул жизнь или отправил ее по ошибке кому-то другому? Как только сказал, так и скинул. Не пришла, что ли, еще? У меня кончилось время. Опять жива? Принести таблетки? Нет, я выпила час назад, когда случился приступ. Так глупо. Я подумала, что если во вторник мне сделают эту проклятую операцию и моя жизнь оборвется. Вот так же, когда остался один, буквально самый простой ход. Мы найдем деньги. Ты не волнуйся. Глебыч мне заказал новую обложку для альбома. 10-го повезу музыкантов в тур. 3 города. На предоплату должно хватить. Ну, плюс тебе завтра должны одобрить кредит в банке. Банк отказал. Да. Еще вчера, прости, я не знала, как тебе сказать. Почему отказали? У тебя же идеальная кредитная история. Мы всегда платили все вовремя. Не знаю. Может, они узнали, что я не жилец. Не говори так. Ты выкарабкаешься. Я поищу, у кого можно занять денег. Может, у фанаток? Ну а что, тех, которых вы катаете на своем автобусе в турах? Я посмотрела фотки, на которых тебя отметили. Ну вот. Некоторые из них очень даже ничего. В первом ряду школьницы почти все. Только врут, что старше, чтобы замутить с музыкантами. А бедному водителю никак не хватает внимания. Только не притворяйся, что ревнуешь. Да нет, почему? Ну, я же адекватная, я понимаю, что рано или поздно на мое место должна прийти другая. Что мы оба не вечны, и она должна быть в идеале здоровее, обеспеченней, и чтобы тебе не приходилось работать и водителем, и оформителем одновременно. Ну и, конечно, мне бы хотелось, чтобы ты ее все-таки со мной познакомил чуть-чуть пораньше, чтобы я могла со спокойным сердцем вас благословить. Вот тебе благословить. Еще один намек на любовницу. Покрашу тебя рису. Ну, мне кажется, не хватит варенья. Ну и что тебе за обложку заплатили или обещали заплатить обещаниями, как обычно? Парни написали только одну песню Так. в студии. Выход релиза весной. Угу. До этого они должны записать 7 песен. Ну, собираются. Ну? Но общая концепция уже есть. О, концепция. Общая концепция. Знаешь, как называется общая концепция? Ездить тебе по ушам. М? Ну а что? Деньги на клип у них есть, а на обложку жалко? А все почему? Потому что ну, Мишаня, он же дружище. Он же не пьющий, к юным девкам не приставущий, куда угодно их отвезущий и вообще переночует, где скажут, да? И взятки гаишникам сам заплатят. Нас, кстати, не останавливают никогда. Табличка «Дети» до сих пор висит, представляешь? Дай. Они еще даже клип не сняли. Как бы собираются, но деньги нашли только на съемки, а на цветокоррекцию и монтаж не хватает. Вот.
Вот эта зайка мне нравится, посмотри. Школу уже закончила, путешествует по теплым странам, но всегда возвращается, чтобы попасть на ваши концерты. Посмотри. Все твои фотки лайкает, заметил? Не знаю. Особо не увлекаюсь Инстаграмом. С чего ты взяла, что она вообще одна ездит? Ну, может, с парнем или с родителем? Кто-то же должен ее фоткать, правильно? Да, если честно, мне это все неинтересно. Да. Так неинтересно, что ты ей сам 2 дня назад лайк поставил. Да не неси ты чушь, я первый раз ее вижу. Да ладно, ты не оправдывайся. Я же тебе сказала, что она мне тоже нравится. Может, ее в клипе снять? Ну а что, я думаю, что эти девчонки готовы еще и приплачивать. Вам хватит и на цвет коры, и на обложку альбома. 2 дня назад ты брала у меня телефон. Так. Когда у тебя жизнь там закончились, в мой решил поиграть. Может, сама лайкнула? Хотя, если честно, я не очень понимаю, зачем тебе это надо. Нет, ну я, конечно, больная, но не на всю голову. Ладно, хорошо, если тебе так станет легче, я действительно подобрала пароль к твоему аккаунту, но чтобы окружить тебя самыми, ну, самыми красивыми девушками. Все, молчу. Не обижайся, Мишутка. Когда я издеваюсь над тобой, мне становится чуточку легче. А то таблетки едва справляются с первым приступом, а ко второму нужно будет, не знаю, искать какую-то новую позу и замирать в ней. Нет, ну тебе это, конечно, на руку. Хотя кто это, интересно, купит? Может быть, тебе поискать других моделей, не обязательно женского пола? Клод Моне всегда рисовал только свою Камилу. Ну и кто мне сейчас напоминает о смерти? Ненавижу эту картину. Только обещай мне, что если я в последние дни буду так же плохо выглядеть, ты ни за что на свете не будешь меня писать, и тем более фотографировать спящую. Обещай. Прости, пожалуйста, я забыл про этот портрет. Самый ужасный из всех. Я так не думаю. Значит, ты меня не любишь. Любящий мужчина согласился бы со всем, что я скажу. Ну, нет, здоровый он мне тоже нравился, но сейчас мне даже думать о нем противно. Ну что, а место для съемок клипа уже нашли? Да, ищут. Парни хотят, чтобы это была какая-то заброшка. Типа старый пансионат или лагерь. Ну, если бы ты чуть чаще заглядывал в Инстаграм, то увидел бы там 20 отличных вариантов от меня, которые идеально подходят под ваш концепт. Так я видел. Видел? Ну да. Ну и почему молчал? Я это вообще ради чего все делаю? Мне, кстати, старый заброшенный цирк очень понравился. Да. И Чук сказал, что знает это место. И оператор туда ездил. Даже одобрил. Да? Да. Ну и что, мне полагается процентик? Ах, да, понятно. Чук же уже видел это место и знает его, поэтому мы опять остаемся без денег, да? Ладно, все, перестань играться. Ну я же только голые картинки выбираю, чтобы никто посторонних не видел. У тебя потрясающая фигура. Знаешь, когда ты выздоровеешь, Прекрасная пауза. Очень ободряющая. Когда-нибудь я обязательно выздоровлю. Ой. у меня родилась идея. Помнишь, мы с тобой недавно смотрели триллер про заложников? И ты сказала, что
план какой-то скучный. Можно было придумать поинтереснее. Ну, нет, не помню. Может, я заснула, как обычно. Почему мы говорим шепотом? Потому что мне кажется, что я придумал такой план. Почти идеальный. Так. Только не перебивай меня, пожалуйста, ладно? Вот даже если тебе очень сильно захочется. Хорошо? Хорошо, я попробую. Не перебивать вот прямо с этого момента. Поняла? Поняла. Ты издеваешься надо мной, что ли? Немножко. Все, все. Короче, мы дадим объявление о наборе массовки в клип на странице группы. Парни давно собирались это сделать, но все как-то руки не доходили. Так. Дальше. Мы создадим фейковый аккаунт, как у твоего вампира. Представим его таким чуваком, знаешь, который будет собирать массовку. Будем отбирать исключительно только тех, у кого есть лишние деньги. Ну так, чтобы кататься там по морям, спускать эти бабки на раскрутку Инстаграма, всего остального. Как создать фейк, чтобы меня не вычислили оперативники, я знаю. Я куплю сим-карту. Своим телефоном или там компьютером я пользоваться не буду, ты не бойся. Админа у группы нет. Глебыч заходит проверить страницу раз в месяц максимум, поэтому сообщение удалить не успею. Мы собираем этих ляль в автобус и везем в заброшенный цирк. Ну или какое-то любое другое герметичное место, главное, подальше от центра. Уговариваем их оставить все свои вещи, включая телефоны, снаружи. Ну, чтобы они не могли выйти на связь. Снимаем их в черных мусорных пакетах. Например, практически как в песне про карусель. Нет, в принципе, можно вещи оставить. Главное забрать телефоны. Еду им оставим. Бумагу, спички, чтобы они могли развести костер, согреться тоже, правильно? Запираем их. Телефоны отвозим на другую точку. Ну, чтобы их не могли по геолокации найти. Можно им объяснить, что для того, чтобы вот эти съемки клипа прошли на ура, им надо войти в образ. Понимаешь? Так сказать, слегка одичать. Миш, да... Не-не-не, ну, не смотри на меня, как на сумасшедшую, я тебя умоляю. Да слушай. Когда их родители, родственники, друзья начнут бить тревогу, мы сообщаем, также анонимно, что мы готовы скинуть адрес в обмен на 2 миллиона. Послушай, даже если у кого-то и нет этих денег, но они же могут скинуться, правильно? Ну, родственники, друзья. А группа-то вообще как бы и ни при чем, получается. Это выглядит как частная инициатива какого-то идиота. Чистый пранк. Да это даже под статью о мошенничестве невозможно просто подвести. Ты послушай. Как забрать деньги, я тоже придумал. Все? Я могу сказать? Родной мой, моя жизнь не стоит здоровья этих девчонок. Даже если ты им туда привезешь обогреватели и еды из ресторана на каждый день, все равно это преступление. Твоя жизнь для меня стоит целого мира. Послушай, для некоторых людей 2 миллиона – это просто пшик, а для нас с тобой это надежда. И потом какие яркие воспоминания будут, а? Тебя же выследят и посадят.
Если за это время успеют тебя вылечить, значит, все это приключение того стоило. Меня не вычислят. Любимый мой дурак. Можно я тебя попрошу? Можно? Пожалуйста. Пожалуйста, завтра придумай другой план. Еще гениальней. У тебя получится, очень тебя прошу. Хорошо? Напомни, пожалуйста, адрес. Проспект Мира сколько? 19 лет мирных. Или какого ответа ты от меня ждешь? Не надо было ругаться с этой женщиной. Она уже почти взяла документы. Тебе показалось. Она протянула руку, я же видел. Тебе показалось, что я с ней ругалась. Ты на нее накричала. Я просто громко говорила. Там снаружи стоял грохот, я думала, ты меня не слышишь. Ты всегда так думаешь, я тебя слышу. Вот только давай без этого, ладно? Хотя бы не сегодня. Лучше вообще никогда. Поезжай уже, да? Ну давай. Включи так, чтобы совсем меня не слышать. Я просто кабель в окно, она сама заиграла. Что у кабелей всегда что-то не туда втыкается. Потом она сама виновата. Ты хочешь сказать, сейчас опять не ругаешься? Я просто хочу, чтобы ты нас довез до ЗАГСа, не задавая лишних вопросов. Против музыки, даже такой паршивой, я ничего не имею. Все равно уже хуже некуда. Надо перестроиться. Вот только, пожалуйста, не надо мне приказывать успокоиться. Я совершенно спокойная. Я имел в виду, что надо перестроиться в другой ряд. Ты сказал, успокойся. Я же не глухая. Я сказал то, что сказал. Ах. Слушай, ты, наверное, из-за шума не расслышала. Может, тебе окно прикрыть, чтобы не продуло? Какая прелесть. Мой будущий бывший муж обо мне беспокоится. А может, он меня все еще любит, а? Может, мне стоит пройти курс «Как простить измену», чтобы прожить еще 20 проклятых лет, а? Прости, он как
как-то резко выскочила. Может, тебе пристегнуться? Это было не больнее, чем твои сообщения о волшебной Марине. Кстати, кажется, это первое, да, прости за день? Что за другого мудака ты готов извиняться. За себя не получается. Бедный. Все. Пристегнулась, окно закрыла. Теперь мы можем не ехать со скоростью черепахи? Мы пропускали скорую. Видишь, ни одной тебе бывает больно. Ты это серьезно сейчас, да? То есть моя рана не идет ни в какое сравнение с настоящими болезнями? А может, ты сразу вывалишь на меня все свои оскорбления? Я с ними молча соглашусь. Кто у тебя там после мудака идет? Мразь? Закончим оконченным. С сегодняшнего дня для меня ты будешь кончен. Не забудь исправить в телефоне. А у тебя не будет имени. 3 звездочки тебе оставлю. Раньше ты их называла снежинками. Слушай, перестань улыбаться. Не хочу на это смотреть. Не смотри. Я вынуждена, пока мы не развелись. Пока стояли на светофоре, я вот посмотрел. На проспекте Мира ЗАГС уже не работает. В смысле, с утра звонила, все было открыто. Вот, посмотри. Дорогу смотри. Можем поехать в другой ЗАГС, он в тех же краях. Или можем, кстати, по интернету подать заявление. Есть же этот портал, как его забыл, синий такой, с мелкими буквами. Да сам ты мелкий. Ты же действительно считаешь, что со мной можно вот так вот развестись, просто заполнив какую-то форму на каком-то синем сайте? Все, что я заслужила, это код подтверждения. Поздравляю, ваш брак расторгнут. Твою мать, останови машину уже. Быстро! Смотри, Протушинский пишет, то ли работает, то ли нет. Выходи, я поведу. У нас несовершеннолетняя дочь, нам нужно в суд, а не в ЗАГС. Мог бы вспомнить об этом, не ждать, пока я взорвусь. Ну что, ответь ей, не бойся, я не буду подслушивать. Конечно. Конечно, ты и так уже слышала все. Ну, все бы я не вытерпела, достаточно того, что успела. А почему ты решила, что это женщина? Это, между прочим, Леша, твой родственник. Вот, посмотри. Конечно, переименовать Маришу в Лешу это невозможно, да? Хорошо, возьми мой телефон и перезвони ему сама. Еще чего. Не собираюсь я трогать твои вещи. И да, я не раскаиваюсь, что я сделала это сегодня утром. Единственное, о чем я жалею, то, что я не разбила телефон об твою башку. Скажи, сколько еще должен за это оправдываться? Я переспал с ней 5 или 6 лет назад. Я с тех пор ее вообще не видел. Скажи, а коль мы заговорили о годах, сколько Марине было в то романтичное время? Ты правда хочешь об этом поговорить? Вот прям здесь, сейчас, да, в машине? Дорогой мой, о твоем отце знает весь мир. Бесценная моя! Миру наплевать на мое шляцтво. У людей достаточно хлопот и без моего шляцтва. Вон у них эпидемии, обнуления, апокалипсисы каждый день. И ты жила бы спокойно, если бы занималась своим делом и не залезала ко мне в телефон. Марине было 16 лет. Во-первых, она выглядела гораздо старше.
во-вторых, у тебя, небось, были Марины помоложе, да? Хорошо. Открой еще раз нашу переписку, посмотри. Я переспал с ней за неделю до дня рождения. Я не смотрел в ее паспорт! Конечно, это все меняет. Давайте подскажу одну волшебную фразу, а? Это случилось всего один раз. Что? 2 раза. В честь дня рождения? Прекрати. А то что? А то ты переспишь еще с кем-то другим? А мне плевать, давай, хорошо. Валяй, скажи только, куда завернуть? Там что у нас по дороге? Там средняя школа, детский сад? Я не собираюсь никого трахать. Пожалуйста, следи за дорогой. Я умею следить не только за дорогой. Я могу перезвонить человеку, или ты опять будешь вылезать в разговор со своими едкими комментариями? С сегодняшнего дня ты совершенно свободный мужчина. А ты совершенно свободная женщина, да, которая делает так, чтобы меня все презирали, чтобы я всем был противен. Слушай, мне совершенно плевать, кому ты будешь звонить. Я поняла уже, что сегодня даже в такой день я не могу на тебя рассчитывать. Да ты что делаешь, козлина? Прости, это не тебе. Ты просто козел. Я сегодня отменил все дела ради тебя. Но Тимуру я написать ничего не успел. Акт он без меня не закроет. Мне придется объясняться с поставщиками. Слушай, когда ты договаривался о половых актах с поставщиками, тебе же мое согласие не требовалось? Тимур, конечно, я понимаю, это другое дело. Тимур устроил на работу сына. Артема? Сколько ему сейчас? 14? 13. У парня оказался талант к логистике. Он придумал, как объединить 3 разгрузки в одну. Сэкономил нам кучу денег. Это что было? История о том, как сейчас быстро взрослеют подростки? Так, может, ты мне сразу пришлешь ваши порно с Мариной, чтобы я сама убедилась, как старая безобразно она выглядит? Я удалил эти файлы, я не знаю, как они всплыли опять. А я тебе скажу. Нечаянно. Пожалуйста, смотри на дорогу, или мы сейчас нечаянно кого-нибудь собьем. 19 лет за рулем. Представляете? Муж подарил на свадьбу машину и курсы вождения. Жалеешь, небось, что никого не сбила за это время? Мог бы себе спокойно сношаться с тинейджерами, пока я сижу от звонка до звонка. Катя не подходит. Какая Катя? Динина подруга, они сегодня утром уехали на съемку какого-то клипа и пропали. Слушай, набери ей, она может тебе ответит. Потому что Кате 17 лет? Ты думаешь, я с ней тоже переспал? Да мне плевать, с кем ты спал. Просто хочу убедиться, что все в порядке с нашим ребенком. Не берет. У тебя есть еще чей-нибудь телефон? Алло, Надежда Игоревна? Да, здрасте, это Ира, мама Дины. Что? Повторите, пожалуйста. Девочек, которые уехали на съемки клипа, похитили.
Говорят, что требуют 2 миллиона выкуп. Прислали фотографию в каком-то ужасном месте без верхней одежды. Не могу на это смотреть. Но у нас нет таких денег. Я-то знаю. Может, они... Я не знаю, может, они рассчитывают, что у кого-то из родителей найдется, или что соберем складчину. Говорят, что если обратимся в полицию, детей больше не увидим. Отвезти тебя домой? Я сама. Хорошо, поезжай. Я скоро приеду, а ты будь на связи, я постараюсь что-нибудь решить. У вас на всех этажах почему-то написаны номера. Ты можешь еще раз повторить, какая у тебя квартира? На улице было шумно, я не расслышал. Самый прекрасный номер у меня. Такой же, как и объем груди. Если скажешь, что не помнишь ее, можешь спускаться вниз и валить отсюда. Ну, теперь уже, наверное, придется стучаться во все квартиры, начиная с 90-й. Прогиб засчитан. Скажи, пожалуйста, что тебя привело ко мне спустя столько лет и столько километров? Можно я скажу об этом лично? Ну, когда поднимусь, это надо лично. Кому надо? Мне так удобнее. Я понял. Ты хочешь, чтобы я поднялся пешком наверх? Лифт внезапно заработает. Ты скажешь, что у тебя появились срочные дела, и ты на нем уехала. Такой был примерно план мести. Нет, ты знаешь, идейка была немножко другая, но похожая, но похуже. Я планировала завести тебя в какой-нибудь небоскреб и соврать, что я там живу. Но потом подумала, что ты сдохнешь, пока будешь подниматься, а мне потом придется лечиться у психотерапевтов, так что нет. Я слышу, как дурится лифт. Но я не говорила, что он сломан.
Я просто спросила тебя, почему ты меня разблокировал в телефоне, а ты в ответ ответил что-то невнятное, мол, все это очень важно, здесь очень шумно, это надо срочно. Я ей сказала, беги, но ты, видимо, воспринял это буквально, хотя ты знаешь, я что-то не слышу, чтобы ты бежал по ступенькам. Я бегу. Ты снова врешь. Даже в такой мелочи. Беру пример с тебя. Ты специально послала меня на Ленинский проспект, потом соврала, что имела в виду Ленинградский. Нравится, когда мужчины бегают с тобой? Прости, пожалуйста, у меня наушник выпал. Ты можешь повторить, если это что-то важное? Это уже не важно. Ты можешь хотя бы пообещать, что наверху я тебя точно встречу? Ты встретил меня раньше, но предпочел забыть. Ну вот видишь, я честная девушка, в отличие от тебя. Ты что, даже не пошутишь, что ты не девушка? И до сих пор не видишь меня? Подожди, ты вообще хочешь меня увидеть или нет? Для чего этот подвиг сейчас был тогда? Я тебе по пути отправил несколько сообщений, в них все объяснил. Ну да. Я прочитала и послушала, только я ничего не поняла. С чего вы вообще взяли, что вашу Дину похитили? Съемки клипов обычно занимают часов 10-12. Если она выехала в 2, значит, не прошло еще даже 8. Они прислали снимок. Господи, я посмотрела. Гламурные ляли позируют на фоне кирпичной стены. Никто не плачет и не позирует с табличкой «Спасите». Ты остановился? Блин, а я думала, ты по мне правда соскучился. Блин, ладно, прости. Прости, что я назвала твою дочь Лялей. Я не хотела. Я вообще не понимаю, что она туда потащилась. И я вот лично не могу терпеть эту группу. От их песен хочется в петлю лезть. Ты разбираешься в соцсетях лучше, чем кто-либо, кого я знаю. Ты можешь по снимку узнать, где он был сделан? А ты в туфлях или в кроссовках? В ботинках? Тогда снимай оба. Не понял. Да все ты понял. За каждую услугу минус вещица. Это ведь не единственная твоя просьба будет, правильно? Ты разулся? Теперь верю. Так а чего вы в полицию не обратились, а? А смысл? Пока будем ждать, потом писать заявление, пройдет время. Я не знаю, может быть, Ирина им уже звонила. Похитители сказали, что если свяжемся с органами, то детей больше не увидим. Прости, а ты в пальто или в куртке? В куртке. Ну вот за то, что произнес в моем доме это имя, снимай куртку. Какое имя? И штаны. Ты сказала одну вещь. Сука, будешь торговаться, я вообще уйду навсегда, понял? Придурок. Что с геолокацией? Стена внутри старого госпиталя. Адрес я тебе скинула. Только это фотошоп, потому что девчонок контурно обвели и скопировали. А фото вообще сделали в другом месте. Ой, я слышу, ты зашагал побыстрее. Ты смотри, побереги себя. А то мне еще нужен мужчинка в товарном виде. В том, в котором он ушел от меня 5 лет назад. Может, ты задашь, наконец, все свои вопросы, пока не сдох на 7-м? А у меня только один вопрос, и ты наверняка знаешь, какой. Почему я перестал отвечать на звонки и сообщения? Ну, один ответ я знаю, потому что ты мудак.
И все-таки, почему ты решил, что со мной можно было так поступить? Я вообще, кто для тебя была? Послушай, я устал оправдываться за сегодня. Мою дочь похитили. За Дину просят выкуп 2 миллиона. Мне нужно найти свою дочь. Ни у меня, ни у Иры таких денег нет. Да мне насрать на твоих Иру и Дину, ты понял? Повтори. Тебе насрать на Иру и Дину, я понял. Да ничего ты не понял! Ты права. Это был мудацкий поступок. Я готов сделать все, что ты хочешь. Я могу снять все вместе с трусами. Я могу ползком приползти в твою квартиру и вылезать пол в ней. Ты ведь наверняка видела эту группу, объявление о съемках клипа. Марина, пожалуйста, помоги. Мне нужно найти дочь! А я думала, ты вообще любить не умеешь. Ладно, слушай сюда. Аккаунт, с которого разместили объяву, скорее всего, фейк. Я, правда, не знаю, почему админы его пропустили, потому что здесь нет никаких контактов, и все фото на стене из стоков. В инсте тот же самый чел продублировал всю ту же самую миссагу. Нет, подожди, я вижу, почему народ повелся. Короче, в комменты пришел Чук и подтвердил, что клип реально будет сниматься. Нет, подожди. Это все тот же самый мутный перец, просто продублировал информацию для тупых. Прости, я половину не понял из того, что ты сказала. Ты не могла бы перевести с вашего зумерского на бумерский? Короче, клип пацаны реально хотели снимать. Вокалист написал об этом раньше. Потом в комментариях появился какой-то чувак с левым лицом на аватарке. И подтвердил, что он бригадир массовки и будет набирать людей. Короче, он собрал самых доверчивых лялей, где они смычились, куда поехали, информации пока нет. Я правда не понимаю, как это еще доступнее объяснить. Вообще, подожди, вообще, с чего вы взяли, что он что-то ужасное с ними будет делать? Зачем ублажать его 2 лимонами, скажи, пожалуйста. Марина! Не собираюсь никого ублажать. Если это шутка, я отучу этого бригадира шутить. Но мне кажется, все серьезней. Я скинула тебе страницы всех, кто на этом фото, и их контакты. В том числе контакты их родителей, парней, друзей. Можете устроить родительское собрание. Снимок девочек свежий, а аппараты у всех выключены. Я прозванивала их, пока ты поднимался. Спасибо тебе. Только давай без широких жестов, ладно? Не надо падать ни на колени, никак. Ноги просто сильно дрожат. А выкинуть меня из своей жизни тоже просто было. Честный ответ тебе все равно не понравится. Да ладно тебе. Давай, нечестно, я уже знаю. Мне не понравился секс с тобой. Я не знал, как тебе об этом сказать, чтобы не обидеть. Я хотел просто общаться без обещаний. Тебе? Тебе не понравился секс? Сука, я с тобой даже не кончила. Прости, пожалуйста, а у вас такое все еще сексом называется? Или вы им занимаетесь только для продолжения рода? Тогда у меня 0 претензий. Фу, блин, ну ты даешь. Ой, точнее, я зачем-то дала. Куда ты? Домой. К старой заложнице? Здесь стой.
Держи, гусар. Это тебе за смешную сторис. Заработаю на тебе сегодня подписчиков. Докинешь своих денег и съездишь по адресу, который я тебе скинула. Купишь по курсу фальшивых денег 2 или 102 миллиона. Ты только чат потом удали, чтобы тебе от других органов не прилетело. Положишь нормальные сверху, а куклы вниз. Куклы — это... Я знаю, что такое кукла. Спасибо, но я не за деньгами приходил. Ну вот, получил опять больше, чем заслужил. Ты не волнуйся, там вся сумма поместится. Так что давай, беги, папаша, спасать других женщин. Спасибо тебе еще раз. Прости, если сможешь. Хочу. Хочу, ты знаешь, но не может. Подонков всегда легче прощать. А в тебя, в гада, я тогда реально влюбилась. Первый мужчина, и вот такая вот сенсация. Что, ты этого даже не понял? Я тебе все верну. Ты, главное, сам больше не возвращайся. А знаешь, все у тебя будет хорошо. И у тебя, и у твоей Дины. Дурам, как и дуракам, почему-то везет. Ирина Витальевна? Помочь? Амира? Да, это я вам сегодня звонила. Я сестра Элины. Спасибо, что пришли. Вы извините за это. Ну ничего. У меня в первую минуту такая же реакция была. А меня даже во время беременности так не тошнило. Алкоголь? Не помог. Мне тоже. Вы располагайтесь, я сейчас приду. Здрасте. А вы Ирина, да? Я Мира. Ирина сейчас придет.
А что за жуткий запах? Мы можем перенести встречу в другое место? Проще открыть окна. Ну, просто я имел в виду, что это публичная библиотека, могут войти посторонние. Я удивлена, что вообще о похищении до сих пор нет в новостях. Кто-то же из родителей или друзей должен был проболтаться. Мы же нашли друг друга. Здравствуйте. Здрасте. Платон Андреевич? Да. Я вам звоню. Кто у вас пропал? Дочь. — 17 лет. Завтра должна исполниться. Когда начали пускать? Почему сейчас? Я же сказала, не раньше, чем утром. Так, передай Косте, он приедет и заберет весь товар. Хорошо, Ванин номер у тебя есть? Набери ему, может, он свободен. Извините, важный разговор. Здрасте. Откуда этот жуткий запах? Галина меня зовут. Очень приятно. Ирина, Мира, Платон. Вы как тут припарковались? Я полчаса колесила, хотя специально пораньше приехала. В итоге на аварийку поставила. Ну, я на такси приехала, до припарковалась. Руки очень дрожали. Минуточку. Друзья, товарищи, давайте все-таки ближе к делу, то есть к детям. Вы разговаривали с преступниками лично? Я говорила. Ну, они давали какие-то инструкции, говорили, куда деньги привезти? Не успели. Я сама дала им инструкцию. Сказала, чтобы рот закрыл и могилу рыл. Номер не пробивается, но их найду. Девушка, это не смешно. Мира меня зовут. Приложение шутку оценила. Установите, кстати, себе. Хорошо настроение поднимает, когда жить не хочется. Это Рина приложение, да? Угу. Я попробовала, но, видимо, мне слишком поздно таким развлекаться. Сегодня такое ощущение, что все целыми сутками сидят там и шутят. Насчет могил. Я раньше работала в сфере ритуальных услуг. Видела разных людей, поверьте. Грубить в таких ситуациях нельзя ни в коем случае. Иначе вы окажетесь в этой могиле раньше. Вот я полностью согласен с Галиной. Давайте все-таки не отвлекаться. Спасибо. Сразу скажу, таких денег у меня, ну, их нет. Но в общий котел я вкинуть готов. Они хотят 2 миллиона или 2 миллиона с каждого. Вы как поняли? Ну, я очень надеюсь, что это за всех. Причем в рублях, а не в долларах. Ну, поэтому они схватили как можно больше девчонок, чтобы хотя бы за кого-то заплатили. Слушайте, странно. Я думала, «Кавказского пленника» Пушкин написал. Оказывается, Толстой. Пушкин тоже написал поэму. Завидую вашему хладнокровию. Я мачеха. Дочь мужа воспитываю. Сама не знала, кому бы заплатить, чтобы ее забрали от меня уже куда подальше. Вы не подумайте, что я из страха спрашиваю. Но вы не считаете, что наша встреча может как-то навредить девушкам? Наверное, остальные подумали так же и решили не приходить. Ну, 2 родителей со мной постоянно на связи. В крайнем случае, можем им позвонить, а так они ожидают отчет по результатам нашей встречи. Ну, я уже говорил об этом в начале, но если преступники узнают, что мы здесь собрались, они могут тоже что-то предпринять. И... Ну, что вы на меня так смотрите? Я что, единственный про это думаю? Нет, мы с мужем об этом говорили. Он сейчас в больнице, иначе бы тоже приехал. Я не думаю, что за похитителями стоит кто-то влиятельный. Иначе у них была бы информация про нас, про наши счета. Да и про условия мы бы знали конкретнее. А тут как будто все на бегу устроили. Сейчас.
Я спрошу прямо. Вы не считаете, что нас могут прослушивать? Зачем кому-то нас прослушивать, когда в сети тысячи куда более интересных разговоров? Мы должны рассмотреть такие варианты тоже. Я к чему все это веду? Если здесь возникают какие-то мысли, то, может быть, их лучше не озвучивать, а записать по старинке на бумагу. Можно еще пройти ускоренный курс сурдопереводчиков и общаться жестами. Правда, будет проблема, если свет вырубит, а так... Я считаю, что никто из нас не должен платить. Что? Погодите. Как это? То есть совсем? Да. Ни рубля, ни евро, ничего. А если наших детей убьют? Вы сможете это пережить? Когда найду и убью этих гадов сама, смогу. У вас что, и оружие есть? Конечно. Первым делом купила. И патронов 6 упаковок. Могу одолжить. Я все-таки предпочитаю мирное решение проблемы. Мы живем в 21 веке, и нужно искать компромисс. Господи, почему они не добрались до по-настоящему богатых родителей, а? Ну, может, и добрались, просто они сюда не приехали. Ну тогда можем отрезать им яйца и все, что болтается. Я свои нервные клетки в обиду не дам. Приложение опять глюкануло и решила, что это шутка. Черт, я бы убивал создателей таких вот приложений. Они миллиардами ворочают. А я согласна с Мирой. Нельзя договариваться с террористами. А может, это не террористы? Я не знаю. Студенты. Запутавшиеся, такие же, как и мы с вами. Может, они вообще ничего страшного с девочками не делают? Все равно кастрировать тупой ложкой. Вам-то вообще какая разница? Мне родную младшую сестру забрали, а у вас ребенок чужой. Но ребенок не совсем чужой. Да и чужих в обиду не хочется давать. Может, вывести на связь других родителей, попробовать узнать, сколько они могут собрать в ближайшее время? М? Вот. Настоящие купюры только вверху и немного внизу, чтобы разбавить. Остальные фальшивые. На глаз и на ощупь не отличишь. И откуда ты это взял? Что, он твои блогерши? Это не важно. Важно то, что теперь мы можем вытащить наших детей. Ты не ответил на вопрос. Я ответил. Это уже не важно. Ты ведь не спрашивал, откуда у меня контакты этих людей, которых ты здесь собрала? Мы не будем платить похитителям. Даже если мы спасем Дину, ты об остальных девчонках подумал? А что, если они хотят по 2 миллиона за каждую? Выпила? Все, что я выпила, уже давно снаружи, я совершенно трезвая. Сомневаюсь. Да ты голову свою включи. А что, если бандиты войдут во вкус и начнут дальше брать детей в заложники? Больная? Боюсь даже представить, как тебе пришлось отрабатывать такой щедрый подарок. Заткнись! Давайте все успокоимся. У нас здесь с вами врагов нет. Все злодеи снаружи. Да. А деньги внутри. Это выглядит как настоящее. Без специальных инструментов даже не отличить. Мы передадим эти деньги похитителям и будем требовать, чтобы они выпустили всех девочек. А если они не согласятся? Ну, или поймут, что часть денег фальшивые? А может, у кого-то есть знакомые в силовых структурах? Должны же быть люди, которые призваны нас защищать, служить стране, людям. Так, послушайте меня.
До того, как пришел мой бывший супруг, у нас был совершенно разумный план. Сейчас они требуют по 2 миллиона, а могли потребовать миллиард. А может, мы попробуем скинуться? Ну, если этих денег не хватит. Да услышьте вы меня! Считайте, что у нас нет ничего. Андрей, замолчись, ты не хочешь, чтобы я тебе рассказала, откуда ты получил эти деньги. А давайте просто проголосуем. Кто за то, чтобы никому ничего не платить? Может, как-то нам переформулировать вопрос, чтобы все поняли? Все и так все поняли. Мне уже можно открывать глаза? Эй, ты мне не поможешь? Ладно, я сама. Врачи запретили мне кричать. Но если ты не уберешься отсюда сейчас же, я наплюю на свежий шрам и буду орать до потери крови, пока не сдохну. Ты понял? Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Пошел ты. Куда ты меня притащил? Домой. Теперь это твоя квартира. Стой там! Не смей подходить ко мне, понял? Тебе нельзя двигаться. Я не успел тебя предупредить, но врачи сказали, что ноги не будут слушаться еще дня 2. Но я могу пока тебя возить в кресле. Да я не хочу тебя видеть. Не 2 дня, никогда больше. Сколько можно тебе об этом говорить? Где моя одежда? Только попробуй сказать, что это платье тоже мое. Нет, я покупал для себя, но размер не подошел. Ну, доволен? Ты ведь этого добивался всю жизнь. А? Ну, во-первых, не всю.
Во-вторых, много я уже видел. Ну, конечно, не в жизни, на фотографиях. То есть тебе было мало, что ты взломал мой телефон, да? Теперь ты отважился на похищение. И это вместо благодарности за то, что оплатил тебе операцию, привез домой. Что значит оплатил операцию? Я думала, это Миша. Извини, я не хотел обижать твоего рыцаря. Но других покупателей на его картины не нашлось. Забавно, что он сумел продать только твои портреты. Или художник не сказал об этом своей модели? Интересно. Оставил ли он тебе хоть один на память? Или обещал нарисовать еще? А это не важно. Я тебя ненавижу. С твоего самого первого анонимного сообщения хватит меня преследовать. Найди себе другую женщину и прилепись к ней. От любви до ненависти один шаг. Но никто не говорит, в какую сторону. Господи, как же меня бесят эти твои шуточки за 300. Ты назвала только один мой грех, а 9 других достоинств в наличии. Какие достоинства? Ты даже ямочку на подбородке убрал, чтобы мне понравиться. Каким надо быть идиотом, чтобы пойти на такое? Каким? Влюбленным. И что-то пока других настоящих поклонников я здесь не вижу. Где мой телефон? Тебе нельзя вставать, шов на животе может разойтись. Врачи тебя выписали под обещание следить за твоей раной. Дай мне мой телефон. А волшебным словам тебя в детстве не научили? Зато тебя в детстве явно многому научили, кроме главного. Уходить и не возвращаться. Я куплю тебе новый телефон и сразу уйду, как только ты скажешь спасибо. Спасибо. Спасибо, но мне нужен мой телефон и моя комната. Я уверена, что ты его просто где-то спрятал. Но ничего. Долго тебе здесь сидеть все равно не придется. Миша узнает, что меня выписали, и найдет меня. Мишу самого выпишут через 15 суток. Он в следственном изоляторе. Устроил небольшой дебош в приемном покое. Кричал, что твой муж, но ему не поверили. Решили, что я больше похож на него. Удивительно, не правда ли? Ты просто всех подкупил, как обычно. Или показал им поддельный паспорт. Наше совместное фото. Да? Сколько ты их уже сделал? Или оказался снова рядом, когда был тебе нужен. Выключи. Почему? Это же твоя любимая группа. Кстати, готовы завтра выступить здесь. Я разослал нашим общим друзьям приглашение, и 8 из 12 уже подтвердили. У нас нет общих друзей. Завтра ты увидишь, как ты ошибаешься. Любовь к музыке творит чудеса. Как? Как тебе это удается? Испортить все, что мне когда-либо нравилось. Я уже не знаю, какие книги люблю. Работы каких художников готова пересматривать. После того, как ты снял всю картинную галерею на сутки,
Ты умудряешься опошлить и перечеркнуть все, что я когда-либо ценила. Пошлость – замечать во всем пошлость. В какой помойке ты находишь эти афоризмы, а? Мое новое приложение способно генерить остроумные ответы на любые вопросы. 1,5 миллиона скачиваний за 2 дня. Я тебе ссылку прислал, можешь потом установить. Думаешь, атрофию чувства юмора можно исправить с помощью приложения? Зачем мне думать, если мне нечем думать? Да. Так себе ответ. Но приложение все время улучшает пользователей. Кстати, пока мы спорили, Рину скачали еще 9000 человек. Да, я назвал приложение в твою честь. И все права теперь принадлежат тебе, Ирина. Не смей произносить мое имя. Не смей произносить мое имя. Подожди, я что-то запутался. Так что ты хочешь? Чтобы я ушел? Или чтобы купил тебе новый телефон? Или не называл тебя по имени? Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя вернул в твою маленькую съемную квартиру? Или ты хочешь, чтобы Миша вернулся? Я могу это устроить, чтобы выпустили пораньше. Стоит только попросить. Я не волшебник, но могу исполнить одно из твоих желаний в обмен на спасибо. Мы это уже проходили. И не раз. Для тебя это не просто спасибо. Ты расцениваешь это как приглашение. Как вечную тебе благодарность. Но этого не будет. Хотя нет. Будет. Будет заявление в полицию о том, что Юрий Григорьев, он же мерзкий вампир, подделал документы, выдал себя за моего мужа, похитил меня из больницы и... О, Боже! Кажется, он ударил меня в самое больное место. Хороший план. Да. Но есть одно но. Мы с тобой муж и жена по паспорту. Ага. Ты забыла нашу скромную больничную свадьбу? Ну, понятно, последствия наркоза. Ничего страшного. Я могу тебе прислать видео. Или, может быть, показать это полицейским? Я добьюсь, чтобы этот брак признали недействительным. Ты воспользовался моим состоянием. Лучше убей себя сам. Потому что как только я встану на ноги, клянусь. Успокойся, это была шутка. Никакого видео нет, и ты все еще свободная женщина. Хотя мне непонятно, почему Михаил до сих пор тянет с предложениями руки и сердца. Ведь они у него есть. Все-таки 6 лет вместе. Может, мне стоит заказать ему еще один портрет, чтобы юноше хватило на обручальное кольцо? Из всех людей, которых я когда-либо встречала, ты самый омерзительный, самый невыносимый, самый скользкий и самый бесчувственный человек на свете. Я только слышу самый. Это почти так же приятно, как спасибо. Но все-таки я хочу услышать от тебя именно это слово. Я обожаю, когда ты его произносишь. Верни мне мой телефон и убирайся. Я больше не хочу спорить. Ты слышишь, гнида?
делал с моей сестрой? А, Откуда это фото? Почему оно на заставке? мы подружились. Кажется, так называется у нормальных людей, которые хотят сделать общие снимки на память. Хотелось тебя поддержать, чтобы быстрее прошло выздоровление. Потом можешь поменять картинку. Какой же ты подлец. Приложение услышало слово «отец» и выдало шутку про папика. Ну, на мой взгляд, так себе. Кстати, Марина завтра тоже будет на концерте. На мой взгляд, ей не повезло с губами. Они достались ей от отца, в отличие от тебя. Только не говори мне, что ты ее уже целовал. Хорошо, не буду. Да я однолюб, в отличие от Михаила. И не увлекаюсь другими женщинами, когда любимая лежит в больнице. Тем более родственниками. Тем более с мужскими губами. Это неправда. Михаил не мог. А Марина, она никогда бы... Ты знаешь, что я не бросаю слова на ветер. Готов тебе доказать. Уверена, что хочешь увидеть детали? Хорошо. Я бы посвятил завтрашнюю вечеринку твоему 2-му дню рождения. А потом мы можем продолжить лечение у моря. Нет, про страх океана я помню. Вначале мы можем держать дистанцию или вообще не встречаться друг с другом. Порой я иногда сам на себя не могу смотреть в зеркало. Но тобой я готов любоваться вечно. Со временем ты привыкнешь ко мне и поймешь, что лучше, роднее человека ты не встретишь. Я лучше останусь совсем одна, чем проведу с тобой еще хотя бы одну минуту. Скоро нам одной девушке нужна помощь. Кто я? Я просто человек. Я никто.
Осторожно. Еще больше запутаешься. Ты кто? Давай я представлюсь, когда ты перестанешь задавать этот вопрос. Тебе все равно пока не получается запомнить. Может, поспишь вместе с группой в гостинице? Где мы сейчас? В Твери. Улица называется... Я, наверное, уже спрашивал, ты называл, да? Нет, про адрес ты еще не спрашивал. У нас с тобой что-то было? Сейчас. Или когда-то раньше? 7 лет и 9 месяцев назад. Одного близнеца назвала в твою честь. В этом году оба пошли в школу. Звездец. Да шучу я. Просто не знала, как привести тебя в чувство. Давай я вызову такси. Здесь холодно. Засудишь себе легкие, горло. Марта. 3 буквы угадал. Поздравляю. Хотела сказать прогресс на лицо, но тебе лучше самому посмотреться в зеркало. У нас сегодня концерт. Нет? После Твери вы должны вернуться в Москву. Слава макаронному монстру. Больше не могу ни петь, ни пить. Сейчас. Миша, останови планету. Мы выйдем. Автобус давно стоит. Парни в гостинице. Не считая вашего бас-гитариста. Давай, тебе самому не получится. Давай, опирайся. Александр Аркадьевич Щуков никогда не опирается на женщин, они на сколько угодно. Где мой телефон? Это не мой телефон. Я что, взял чужой телефон? Дядя. Какой у него пароль? Надо запретить этим древолазам брать такие же чехлы, как у меня. Все копируют, сволочи. Я могу дать тебе свой. А смысл? Ты думаешь, я помню хотя бы один номер наизусть? Сейчас чуть-чуть рука перестанет неметь, и сделаем еще пару шагов. Вера. Подожди, у нас точно с тобой нету совместных детей? Вера тебе уже не помогает, как и надежда с любовью. Нет, ты снова не угадал. Хотя вчера придумал смешной стишок про мое имя. Нежная, как крапива. Заканчивается. Это ты отстегнула ремень от моей гитары? Ну да, иначе она бы упала тебе на голову. Они обе привыкли. Ты злишься то, что я тебя не помню? Да. Солнце мое, узнала? Значит, богатым не буду. Ежик твой в гостинице спит. Нет, я просто нечаянно взял его телефон. А что ты хотела? Нет, он при мне тебе несколько раз набирал. Да, мы вышли с гримерки, он сразу тебе набрал. Я не знаю, что он хотел сказать.
У нас в Москве просто отменился квартирник, и Глебыч нас отправил в Тверь, чтобы мужик твой заработал денег, все в дом. А голос у меня нормальный, я просто сплю. Да, ты меня разбудила. Ёжика разбудишь, если наберешь на мой. Наверное. Короче, я понял, дома все хорошо, я передам. Да, пока. Спокойной ночи, сладких снов. Надоело. Что? Ничего. Я не злюсь. Ты спрашивал. Правильно. И мне не надо злиться. Я все вспомнил. Это все парни. Не забрали мой телефон, залезли в соцсети и стали всем отвечать. Даже в папку спам залезли. О, хорошо. Представляешь, я вообще ни при чем. Ужас. Я пытался забрать телефон, ну или не пытался. Вот забрал телефон и уезжаю. У тебя они что сказали? Что если я немедленно не приеду в Тверь, ты погибнешь? Хорошо, что ты гитару спасла. Я им бошки разобью этой гитарой. Я поняла, что это шутка. Поняла? А чё ж ты в Твери тогда? Малая родина. Я здесь родилась. После школы уехала поступать в институт. С первого раза не получилось. 961, он не один, это не одно. Помнишь? А почему ты так говоришь, как будто ты вчера с нами пила? Ты же не пила. Я помню. Я не фанатка вашей группы. Просто эта песня была целиком про меня. Цыпленком звали, потому что фамилия Цыплакова. 3 цифры были последними цифрами телефона моего парня. Мне было 17. Если бы не эта песня, меня бы не было. Думал покончить с собой. Нет. Я услышала эту песню впервые в машине. За рулем был мой отчим. Он не понял, почему я вдруг захотела выйти. Не оборачивайся, беги вперед, любовь подождет. И я побежала. А через несколько минут отчим попал в аварию. Возможно, если бы мы слушали другое радио, погибли бы вместе. Как его звали? Аркадий, как и твоего отца. Родной меня бросил, с 2 лет воспитывал он. Летчиком был. Машину мог водить с закрытыми глазами. Тормоза подвели. Значит, ты Аркадьевна? А имя у тебя есть? Подскажи. Я сдаюсь. Неправда. Александр Аркадьевич никогда не сдается. Ирма. Мне нравится, как твоя память издевается над тобой. Теперь ты угадала все буквы, но расставила их в другом порядке. Рима. Хорошо, можешь называть меня Ирма и не мучиться больше. Нет, так нельзя. Ты меня спасла от черепно-мозговой травмы. Я должен знать, кому отдать долг. Честно говоря, немного обидно, что только ты одна приехала спасать меня в Тверь. Парни по-любому отправляли это сообщение всем подряд.
Раз 100, если не больше. Можешь порадоваться. Среди твоих фанаток нашлось только 9 идиотов, которые поехали сниматься в клипе. Остальные поняли, что вы шутники. 36 лет для рок-музыканта — это как наши 16. В школе мы тоже так развлекались. 961 — это 196. Номер рейса, если смотреть на билет с другой стороны. Я написал эту песню, когда мы первый раз полетели в Америку. Только не говори, что твой отчим был пилотом на том рейсе. Вряд ли. На международных никогда не летал. Как рука? Ты не наша фанатка. Ты живешь в Твери. И ты пришла сюда, чтобы сказать, что мы спели про тебя одну песню, но она спасла тебе жизнь. Я все правильно понял? Этой одной песни оказалось достаточно, чтобы превратить мою жизнь в кошмар. Когда выходил ваш новый альбом, я снова попадала в беду и снова находила в ваших текстах проклятие. Припев «Сжигаем мосты», конечно, угарный, если не думать о пересадке кожи, которая наступает потом. 20%, если точнее, на спине. Чтобы никого не пугать, пришлось забить татуировкой. Музыка, впрочем, мне иногда нравилась, но вашего ежа все равно хотелось убить. Не только за сольные партии. Петь про верность и изменять своей жене в каждом новом городе. Кстати, про пошлость — моя самая любимая песня. Если бы я до этого 2 года не ходила в спортзал, мне бы сломали не одну кость. А знаешь, что стало с девчонками, которые поехали сниматься в клипе? Никто не знает. Моя сестра Эля, которая была среди них, тоже пропала. Мы собрали деньги. Но, представляешь, похитители перестали уходить на связь. А ты нас с какими-то панк-рокерами не перепутала часом? Просто чтобы мы в своих песнях призывали кого-то бить, похищать, поджигать. Когда я найду свой телефон, а в нем тебя, я тебе пришлю номер хорошего психиатра. Если это, конечно, не твои фантазии. Потому что сам-то я тоже люблю приврать, знаешь. Я скажу тебе, чего пока ты не знаешь. Мы всегда были связаны невидимой нитью. Не той, что с 5-го альбома, другой. Все, что ужасного происходило со мной, проживали вы только весело и на сцене. Не думаю, что где-то там страдают другие. В калейдоскопе снов 42 слова. Вы выпустили ее 5 марта, ровно в 21 час. Догадываешься, сколько лет было мне, а сколько насильнику, который напал на меня на следующий день? Но все-таки на следующий день, а не 5 марта. Он хотел изнасиловать меня 5-го, но проспал. Как ты сегодня? Слушай, может тебе обратиться к гороскопам там? Астрологи тоже говорят то, что люди хотят слышать. Песня «Шальная пуля». Поймала, проезжая мимо шашлычной. 9 часов оперировали. Фамилия хирурга Мухин. Хотя вы, наверное, пели про настоящих насекомых, и это все не считается. Показать остальные совпадения? Можно, если тебе, конечно, не холодно. Скажи, а ты любишь раздеваться под музыку или в тишине? Это не я примчалась спасать тебя в Тверь. Это вы, когда отменился квартирник, приехали заработать сюда, даже не поинтересовавшись, куда делись ваши настоящие поклонники. Видишь прописку? Мне даже дорогу не пришлось переходить. Попели в клубе на моей улице. Мира. Да, я Мира с площади Мира. Теперь, надеюсь, запомнишь.
Очень приятно. Было познакомиться. Расширить горизонты, залечить раны. А сейчас, с твоего позволения, или безумного, я отправлюсь к себе в гостиницу, 42-й номер, и буду досматривать свой калейдоскоп. Знаю, ты не любишь понедельники, поэтому во вторник жду вас всех в студии. Начнем писать песни для нового альбома. Ваш директор с сегодняшнего дня мой подчиненный. У нас нет новых текстов. Это в-третьих. А во-вторых, кто назначил тебя первый? Чтоб ты указывал нам, что делать. Я сама выкупила эксклюзивные права на 5 лет. Мне показалось, ваш визит в мой родной город – это хороший знак. Судьба долго сводила нас, добивая меня. Однажды это надоедает. Пора сочинить что-нибудь оптимистическое. Может быть, даже в другом стиле. Или как там это у вас называется. Катись в жопу это у нас называется. Можно прямо на этом автобусе. Я наврала только про адрес. Кошелек ты забыл в гостинице. Телефон ежа, как видишь, уже разрядился. Можешь подождать на дороге попутку или попробовать завести автобус. Хотя у тебя же никогда не было прав. А теперь и нет, и на песню. То есть ты думаешь, что я без тебя не выживу? Наоборот. Скорее, я не выживу, пока сочиняете такие песни. Но, как видишь, я настроена мирно. Тебе реально нужно лечить голову. Сказал человек, едва стоящий на ногах. Делала, дорогой, и томографию, энцефалограмму, когда упала с аттракциона. Кроме гематом ничего интересного не нашли. Карусель, да? Мы написали эту песню про выборы. Ты натянула сову на глобус, понимаешь? Самое хреновое, то, что ты в это реально веришь. Откуда у тебя вообще могут быть деньги на наши права? Страховки. Я везучая, когда дело касается несчастных случаев. Лучше мы просто трахнулись. Ты просила меня деньги на алименты. Я не могу иметь детей. Была сестра, которую я воспитывала как родную дочь. А она, как я уже сказала, пропала. Поэтому я решила усыновить вас и тебя, и ежа, и всех остальных зверушек. Мы поменяем название. Или просто расторгнем договор. Парни просто не поняли, что связались с психичкой. Не думаю, что у вас получится компенсировать это, особенно в ипотечный период творчества. Штрафы, кстати, прописаны такими же буквами, как и остальные пункты. Только цифры крупные. Не понимаю, чего ты бесишься? Представь, каково было мне все эти годы, когда вы скакали по хит-парадам и городам. Мне плевать. Гори в аду! Я не напишу для себя ни строчки. Верь во что хочешь. Обвиняй кого хочешь. От меня ты не получишь ничего. Вариант, что ты закончишь с музыкальной карьерой, меня тоже устроит. Сейчас или чуть позже, неважно.
У меня для вас две новости. Одна очень плохая, а другая очень хорошая. Но для вас она все равно будет плохой. Из меня недавно погиб человек. Очень дорогой и важный для меня человек. Можно сказать, что я убил ее. А никак не был за это наказан. У вас мой телефон. Я назвал приложение в ее честь. И там на главном экране можете посмотреть. Так что то, что вы сейчас со мной делаете, это свою вроде услуга. То, на что бы я никогда не решился сам. Ну, или бы сделал это более гуманно. Выпил бы снотворного или замерз бы в ледяной ванне, завещал бы свои органы больным людям, ну, что-то в этом роде. Но ваш вариант мне тоже нравится. Да. Кстати, зря вы провели сюда кислородные трубки. Да, конечно, так я протяну дольше, но вам от этого легче не будет. Или вы какие-то другие цели ставите вашим экспериментам? У нас для тебя тоже две новости. Обе смешные. Это не кислородная трубка. Давай назовем его коридором. Так вот, по этому длинному коридору в твой номер придут очень маленькие, но очень свирепые гости. Очень скоро придут. Прибегут даже. Сначала тебе будет немножко щекотно. Потом совсем не щекотно. Но потом... Извините, что я вас перебиваю, но если вы намекаете на муравьев, то это тоже прекрасный вариант. Дело в том, что у меня аллергия, и не только на муравьев. И без антигистаминных или других купирующих отек препаратов я быстро задохнусь. Так что давайте, запускайте муравьев или кого вы там нашли. Я приму все, что вы там придумали. Кстати, последнюю просьбу можете выполнить? Или такая услуга у вас не предусмотрена? А? Эй! Эй! Вы меня слышите? А если не хотите со мной разговаривать, то я тогда, пожалуй, выключу фонарик и немного посплю. Ужасная неделя выдалась.
постоянно задеваешь ногой микрофон. Звук не проходит. Почти совсем. Извините. Я не знал, что микрофон в ногах. О, все. Все, больше не буду задевать. Ну, муравьи пока не дошли, докладываю. Других гостей тоже не наблюдаю. Или я что-то задеваю опять? Так, принеси мне телефон. Да нет, не свой, а его. Ноутбук давай, и все, что нашли у него дома или в машине, да. Ты выключи это проклятое приложение, которое постоянно бренчит. Извините, но если вы это не мне сейчас, то я вас все равно слышу. Доступ к компьютеру и к телефону я вам предоставил. Пароль на желтой бумажке у меня в кошельке, но это все бесполезно. Денег в российских банках у меня нет, а с криптовалютой очень долго возиться. Я это сразу сказал вашим коллегам перед тем, как они меня вырубили. За что, кстати, им большое спасибо. Самому мне долго заснуть не получалось. Кстати, вам очень повезло, что я до сих пор жив. И вам не надо искать другое развлечение на день. Или сейчас уже вечер? А? Заливай кислоту. Она кончилась. Я только что вылил. Не понимаю, в чем дело. Ты что, все вылил? Ну да. Всю, что была, до краев. Мне уже некуда лить. Простите, какую кислоту вы льете? Суть по запаху соляную. Но если так, то она могла растворить пластиковые трубки, получился затор. Воняет, конечно, ужасно, но не смертельно. Пока. Зря вы муравьев не запустили. Они тоже выделяют кислоту, когда кусаются. Красные это те вообще убийцы. Но в наших местах еще, конечно, поискать их. Ну, для тебя, такого ценного гостя, мы достанем и муравьев, и змей, и всех, кого пожелаешь. Вам рассказать, как тур растворить, или сами погуглить? Ну, зачем же обязательно растворять? Может, мы с тебя мумию сделать хотим, чтобы водить экскурсии? У вас, кстати, у вас микрофон проходит рядом с трубкой. Так что, если вдруг связь пропадет, это не значит, что я умер. Или опять задел. Кислота могла растворить провод. Вы меня слышите? Эй, или мне повторить? А? Ну что, вы впервые, что ли, человека пытаете? Другие варианты у вас есть в запасе? Нет, значит, связи уже не будет, наверное. Жаль. Рина.
Жалко, что я не верил в загробную жизнь. Мог бы заказать себе место рядом с тобой. Рассказал бы о впечатлениях. Напоследок. Кто такая Ирина? Ты про свое приложение? Самая лучшая девушка в мире. Который имел наглость влюбиться в самый ужасный человек. О! Ха. Вот. Ой, опять не угадал. А я тебе ничего не загадывал. Не угадал, потому что пропал не звук, а свет. Наверное, батарейки сели. Вот. Да, надо было сказать, не самая лучшая в мире, а самая лучшая девушка на свете. Так выглядел бы эффектнее. Мне нравится, что тебя волнует, насколько эффектно ты будешь смотреться в гробу. У вас изображение транслируется из гроба? А? Да? Нет. Мы подключили только динамики и микрофон. А в темноте показывает? Ты давай лучше рассказывай, куда спрятал деньги. Во внезапную потерю памяти я не верю, прости. Или тебе там нравится кряхтеть, кувыркаться? Ты откладывал что-нибудь на черный день? Ну, считай, что он для тебя уже наступил. Вот. Теперь я вас как бы вижу, а вы меня нет, без как бы. Удивительно, да? Ужасно хочется спать. Ну да как? Как насчет моего вопроса? Мне чего-то ждать от вас интересного? Или я могу заткнуться и подремать? А? Поспи, если хочется. Я вернусь к тебе завтра. И тогда мы снова вернемся к разговору о деньгах. Ты хорошо заработал, продавая рекламу в своем идиотском приложении. Впаривая пользователям чужие товары. Я не знаю, сколько миллионов ты получил, но ты их отдашь. Рано или поздно, мне все равно. Отдашь. Но завтра придется отдать намного больше. Боюсь, что завтра вас принять не смогу. Серьезно? На что ты намекаешь? То, что вы назвали коридором, а я кислородной трубкой. Пропускала воздух. Сейчас кислорода становится меньше. Из-за кислоты, про которую я вам рассказывал. Обычно для дыхания человеку надо пол-литра в минуту. Здесь довольно тесновато. По моим подсчетам, кислород закончится часа через 3, ну, максимум через 4. Ну, и я вместе с ним тоже. Но если у вас завтра наступает раньше, тогда до завтра. Но мой долг вас предупредить, чтобы вы не расстраивались. Ну тогда давай прощаться. Напомни, какое у тебя там было последнее желание? Я уже намекал вам, но боюсь, что с учетом последних обстоятельств завещать свои органы другим людям бессмысленно. Можно включить шум дождя? Я раньше под него хорошо засыпал. Да. Да, еще. Еще надо сказать вам спасибо за фонарик.
Он мне напоминает фонарик, который мне в детстве подарил отец. Единственное, что от него осталось. Погиб, кстати, примерно так же, как и я, в шахте. Забавное совпадение. Вы не находите? Твой отец был шахтером? Спасателем. Его отправили доставать горняков. Оказывается, когда трудно дышать, трудно и соображать. Не помню, сколько ему было. 37? А нет, это маме. Ты можешь уже другие цифры назвать, наконец? Наличные в доме есть? Снова ко мне вопрос? Я не люблю наличные, это пережиток прошлого. Как, впрочем, и ваши методы. Вы отнимаете у человека лишь малую часть, хотя бы могли бы получить доступ ко всем ресурсам. С коровами и курами научились так делать. Посмотрите на доярок или мясников. Считаешь, твоя печень стоит дороже? Я сейчас не в силах что-либо сосчитать. Вы не сказали, что за кислота, но, судя по всему, она вступила в реакцию с почвой. Или куда вы там поместили гроб? Когда ты говорил про ресурс, что ты имел в виду? Сделать кого-то рабом, чтобы он приносил доход постоянно? По-твоему, доярки и мясники зарабатывают огромные деньги? Или ты нам запудрить мозги пытаешься? Простите, я не знаю, как вас зовут, но я сейчас не в том состоянии, чтобы прочитать вам лекцию по экономике. Ты что там делаешь? Если сильно удариться затылком, то можно потерять сознание. Не хочу застать агонию или все, что к ней прилагается. Деньги вам не помогут. Вы не умеете их инвестировать, только тратить. Ну, вот эти глупые штуки. Ох. Не хватает. Не хватает ни расстояния, ни сил. Не чувствую боли. Странно. Откройте окна и двери. Открываем. Найдите что-нибудь, чтобы заткнуть эту чертову дыру. Я же четко сказал, ничего больше внутрь не лить. Кто это сделал? Вы же видели, что трубка расплавилась. Почитайте лучше про отравление газами. А еще лучше достаньте трубку, чтобы не отравиться самим. Наверняка же сами чувствуете запах. Почему так мало в школе уроков химии? Хотя бы убивать научились нормально, если мучить не получается. Делай, как он сказал. Быстро! Не надо было тащить руками. Я думал, это и так понятно. Дай ему лед. Плохая идея. К ожогу прибавится обморожение, а если лед грязный, так еще и заражение крови. Промойте водой, потом антисептик найдите, вызовите скорую, если хотите руки спасти. Хотя зачем вам руки? Вы же руками работать не умеете. Слушай, дело не в деньгах. Ну, точнее, не только в них.
у меня пропала дочь, единственная. Полину похитили вместе с другими девочками, фанатками одной группы. Черт, я забыл, как она называется. Они поехали на съемки клипа и попали в ловушку. И я не успел найти деньги, чтобы вовремя заплатить этим уродам, но я хочу найти их и заставить вернуть дочь. Кажется, я знаю одну такую группу. И кандидаты, которые могут все это устроить. Так я не понимаю, почему выбор пал на меня. А тебе ни разу не хотелось кого-то убить? За то, что он плохо поет или ужасно играет в футбол? Ну, или создал худшее из приложений на свете? Которое все скачивают и ржут над тем, что вообще не смешно. Или ты скажешь, тебя это не сделало сильно богаче? Это был подарок любимой девушке, которая люто меня ненавидела. Рина считала, что у меня нет чувства юмора. Ну, судьбу я вижу, все в порядке с этим. Ты поможешь мне найти дочь? Да? Или нет? Сначала воды. А потом, так и быть. Сделаю, что смогу. Поднимаем. Простите, что так получилось. Наши сотрудники вас не узнали, было темно. Вот, а вы зачем-то повалили их на землю. Но у ваших сотрудников не было формы. Они не представились. Сразу бросились заламывать мне руки. А что мне оставалось делать? Кричать «помогите»? Ну, для начала не ломать им руки. Ну, одну всего. И 5 вывихнули. Машина тоже была без опознавательных знаков. К тому же все мы внутри все равно бы поместились. Поэтому пришлось кого-то выкинуть. Да, да. Ну что ж, я тогда рапорт отправлю генералу Корзинкину. А вы распишитесь, пожалуйста, вот тут вот пока. А где? Мне газом прыснули в лицо, я ничего не вижу. Да там в любом месте, если можно. Ага. Ну, да, да. У вас еще плечо, рукав
поровну. Обойдемся без курсов кройки и шитья. Да, так, ну что ж, это вам, это мне. Бумажку на выходе показать? Да, чтобы вас выпустили. Позвольте, я вас все-таки провожу, а то вы высокий, а потолок у нас низкий. Да, не дай бог еще ударитесь. Тихо. Он замолчал. А что? Парень, который кричал за стенкой. А сейчас тишина. Ну, возможно, я ничего не слышал. Серьезно? Он громко кричал. Ну, тут постоянно кто-то возмущается. И вы постоянно не слышите? У меня другая работа. Позвольте, я вас все-таки провожу. Знаете, я тут подумал, что хочу поговорить с соседом. А вдруг он тоже видел мои фильмы? Вдруг тоже задержан случайно? Может, нарисую еще один автограф? Он устроил дебош в больнице. Да, потом сбежал из патрульной машины. И мы считаем, что он убил свою девушку. Ну, а орет, потому что успел где-то напиться. И 3 раза за 5 минут он крикнул: «Не больно». А как его зовут? А почему вас это интересует? Почему меня это не интересовало раньше? Такой вопрос я задаю себе. Знаете, я 3 сезона играл лейтенанта, еще 6 майора. И я даже не помню, когда меня повысили до подполковника. Ну, у нас, разумеется, был консультант, но я ни разу не увидел ни одного преступника. А они вообще существуют? А? В принципе, могу устроить вам экскурсию в колонию. Спасибо. Да. Но я хочу начать ее здесь, со знакомства с соседом. Вы знаете, что такое клише? Вино, которое вам помешали допить в баре. Намекаете, что я пьян? Это тоже клише. Как и пьяный убийца девушек, чью фамилию вы мне, конечно, не скажете. Его ведет другой следователь. Знаю. И покушение на женщину – банальность того же мыльного сериала. Я ничего не выдумываю. А вы зачем-то испытываете мое терпение. Хотите, я научу вас врать убедительно, без вот этого жеста, который вас выдает? Послушайте, господин артист, скажите, что в предложении «Вы свободны» вам непонятно? Вы хотите, чтобы вас вынесли отсюда силой? Вот. Угрозы у вас получаются лучше, убедительнее. Кнопка слева, если нужна подмога. Кнопка справа. Странно. Вы же левша. Кабинет раньше принадлежал другому? Вас повысили или унизили? Но это вас не касается. А значит, понизили. За что наказали? Так, мне надоел этот диалог. Вот поэтому я и хочу поговорить с другим. Ну покажите мне этого человека. Мне не нравится, что он замолчал. И я не слышу, чтобы кто-то спешил на помощь. Вы уйдете отсюда сами или вас вынести? Кто меня вынесет? Ваши вывихнутые бойцы? Новый наряд заступит на смену
Часа через 2, я так полагаю. То есть не хотите по-хорошему? Очень хочу, но не очень верю, что по-хорошему вы хотите сами. Чтобы не сильно расстраиваясь, я это и про себя могу сказать. Не задумывался раньше, понимаете? Все как-то времени не хватало. Хотите, чтобы он снова закричал? Когда проспится, обязательно. Мне нравится ваше упорство, но сейчас вы опять сделали этот жест и выдали себя. Нет, не сделал. Хорошо, я соврал. Вы проконтролировали себя? Спасибо за урок, вы должны мне сказать. Тогда я скажу, пожалуйста. Ну, вы понимаете, что вы не оставляете мне выбора? Наоборот, в отличие от меня, у вас его намного больше. Хотите сыграть в классного копа? Проводите меня к соседу. Я смогу убедиться, что вы во всем правы, что здесь никто никого не пытает. Я тоже извинюсь, и мы расстанемся по-хорошему. Могу прислать приглашение, например, для вас и для вашей гражданской супруги. Я не женат. Возможно, как и сосед, который кричал о правах задолго до того, как мы здесь с вами уселись. Так, знаете что? Я, пожалуй, не буду выбрасывать рапорт. Итак, наши сотрудники были в форме, да, представились. Тоже по форме? Да. И попросили вас перестать нецензурно выражаться. Да? После этого вы сразу на них набросились, в результате чего и были задержаны. В результате. Статья 317 УК РФ – отличная идея. Да. Только ваши сотрудники забыли вписать в рапорт одно маленькое обстоятельство. Так, какое? Пропажу. Пишите. Да. Пропажу табельного оружия. Украли табельный пистолет. Почему украл, позаимствовал? Надо было тщательнее меня обыскивать. Как думаете, куда вас понизят, когда об этом узнают? Тихо. Сидеть. На стол, на пол оружие. Быстро! Я не могу быстро, иначе прием Кольцова не сработает. Какого Кольцова? Ты меня слышал? Который придумал, как стрелять в противника, если убит. Мне нравится этот резкий переход на «ты». Не возражаю. Знаешь, в кино часто путают спусковой крючок и курок. Но если зажать один из них, а потом нечаянно отпустить, то может случиться выстрел. Сильно дорожишь своей промежностью? Если ты сейчас же не положишь оружие на пол, то будет один труп и мужчина, кричащий «мне больно». Если ты не промахнешься, конечно. Или мы оба будем кричать. Может, все-таки позовем того, кто это сделает лучше? Кричать я имею в виду. Я не промахнусь! И мы с капитаном Кольцовым тоже. Неприятная ситуация, правда? Кнопка справа. Напоминаю, ты можешь переложить вину на других, чтобы мне попали в спину. А в тебе нет пистолета. Тебя ж обыскивали. Не обязательно озвучивать свои страхи. Проверь, нажми и узнаешь. Ты паршивый артист! Вообще или в этой конкретно сцене? Ты сядешь у меня до конца жизни, ты понял? Когда я играл психолога, я говорил, не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить.
Впрочем, конечно, наверняка я тоже его плохо играл. Кнопка. Нажми на кнопку. Кнопку! Заткнись! Давай начнем обратный отсчет. Мне тоже страшно. Но прошло уже много минут. А человека, если он без сознания и не дышит, можно спасти за 7. Потом уже поздно. Да, врачей я тоже играл. 6. Тебе нравится эта цифра? А 5? Я выстрелю! Я это уже слышал. 4. Оружие на пол! Снова повтор. 3. Сука, я тебя ненавижу! Ценю за искренность, но все-таки 2. Все. Ладно, ладно. На. Гнида. Только чтобы тебя не видеть больше никогда. Гришин, приведи задержанного. Никого не убивал. Откуда они взяли это кресло? Вы же сказали, там больше ничего нет. Мы везде посмотрели, в каждом углу. Посмотрели там, где было светло. Может, они в подвал спустились. Отстань от девчонок, пусть делают, что хотят. В конце концов, когда двигаешься, не так холодно. Я сказала, чтобы духу их здесь не было. И вы меня в этом поддержали. А потом ночью опять пустили сюда греться. Если бы не эти тварины, у нас была бы своя одежда. У нас есть одежда. И мебель мы нашли. Идея разжечь огромный костер, чтобы нас заметили, была твоя. И это была великолепная идея. Нужно было просто следовать моему простому плану. Дым пошел бы наверх, и сюда бы примчались пожарные или спасатели, и мы давно бы были уже по домам. Если бы девчонки не бросились тушить огонь, мы бы здесь задохнулись все.
Хватит называть этих тварей девчонками. Они сожгли всю нашу одежду. Пусть тащат диван сюда, если хотят греться. М? Может, попробовать разбить стекла? Тогда дым пойдет наверх. Что? Нельзя тему сменить? Все тут дуры. Поверили, что в этом кошмарном здании можно снимать клип. Надо было сразу переодеться, а не разводить этот костер. Ставили вещи в мешках, теперь вон моемся соплями. На всякий случай предупреждаю, я веган. Так что, если умру первой, можете съесть меня. Я вас не буду. Как же вы надоели с этими мрачными мыслями за эти дни. Девочки, мы же договорились, что мы не будем с вами больше ругаться. Это самая разрушительная энергия. И лекции твои тоже надоели. Так, сколько там времени прошло? Кто следующий носит штаны? Я насчитала где-то 4000. Получается, больше часа прошло. Мы же договорились через час меняться. Я забыла, что только в секундах отвлеклась. Зачем вы здесь рассыпали эти провода? Чтобы споткнуться? Я там 100 раз ходила, не было их там. Может, ногой случайно зацепился. Еще один. Нет, серьезно, зачем вам эти провода? Полина их принесла. Я видела. Тебе показалось. Тебе показалось то, что я спала. А ты там с ними что-то делала, плела или узлы вязала. Жрать так хочется. Осталось что-нибудь из запасов у нас? Если бы мы не делились с этими тварями, то осталось бы. Давайте не говорить про еду. У меня сейчас желудок сам себя начнет переваривать. Ты пыталась ставить эти провода в розетку? Просто хотела посмотреть, что будет. Есть ли в здании электричество. Чтобы когда погаснет огонь, могли разжечь его искрой. Ну или как-то иначе согреться. Тогда зачем ты соврала, когда в первый раз тебя об этом спросили? Слушай, отвали, а. У меня день рождения, в конце концов. Уже кончился, подарков больше не будет. Что ты от нас скрываешь? Эля, отстань от нее. Ну, собрала и собрала. Тебе-то какая разница? Че, от правды легче, что ли, станет? Не знаю, бить друг друга мы еще не пробовали. Может, так удастся согреться? Отойди от меня. Иначе что? Перестаньте. Чук бы с вами все равно не переспал. Да в рот я имела вашего Чука. Правильно мне сестра говорила. Кончай слушать эту группу, все беды только от них. Да сестра твоя. Ей лечиться надо. Тексты тут вообще ни при чем. Что ты сказала про мою сестру? Тихо, тихо, девочки. А что это? Откуда это у тебя? Это аккумулятор от айфона. Ты где его достала? Он же внутрь вшитый. Я же сказала, нашла. Да, в идеальном почти состоянии. Ногти обломала, пока его доставала. Где телефон? Что за бред? Что ты мне предъявы вечно кидаешь? У вас у всех такие ногти. Видели? Она опять врет. Забыла, как мы играли в правду или действие? Да тут всем уже понятно, когда ты начинаешь гнать. Спрашиваю еще раз. Где телефон? Только попробуй. Девочки! Поль, лучше признайся. Да что? У меня нет никакого телефона. Мы телефон при входе сдали. Забыла? Ты могла приехать сюда с 2 телефонами. Ты сама говорила, один телефон для Виталика, другой для других парней. Да, я тоже такое помню. Дина, я тебе самые первые штаны отдала. И вообще со всеми вещами поделилась, которые в шкафу нашла. Телефон в туалете.
В бачке. Только он все равно не работает. Как ты его протащила? Тебя только это интересует? А то, что до этого она носила телефон, это нормально? Ты с ними заодно? С кем? Ой, не строй из себя овцу. Тупее, чем есть, явно не будешь. Ты знаешь бригадира массовки, который нас сюда притащил? Только вот подумай дважды, прежде чем еще раз солгать. Клянусь, я никого из группы не знаю. Я первый раз в жизни эту рожу видела. Я притащила телефон просто, чтобы побольше сторис поснимать. Поснимала, блин. Нет. Я не думала, что он так быстро разрядится. Это старая модель. Да я не сука, ну честно. Я не хотела, чтобы это все так закончилось, чтобы вы тут умирали из-за меня. Девочки, ну простите меня, ну пожалуйста. Ну, я знаю, что я вас подвела. Я знаю, что вы для меня самые близкие люди. Я никого, кроме вас, больше не знаю. Ну убейте меня, съешьте. Я тупая, но я не сука. Этот телефон, он разрядился в первый же час, я вам клянусь. Я хотела его зарядить, но у меня не получилось. Ну, пожалуйста, не злитесь на меня. А этих? Ну чё, на следующий концерт опять вместе пойдем? Салют, изможденные! Все целы? Коля! Юра помог. Он с технологиями на «ты». Вот ему говорить спасибо. Да не надо. Все что угодно, только не это слово.
Ой, Виктория Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы что пришли. Я, честно говоря, не знаю, как проводить такого рода переговоры, тем более в таком месте. Но просто зная, кем вы работаете, я ничего лучше этого и не придумала. Я всего лишь судья в районном суде. Или вы что-то другое имеете в виду? Не-не, я это имею в виду. Я имею в виду, что не хочу оказаться в тюрьме за то, что делаю. Тем более не для себя, а для вашего сына. И если бы я могла что-то лучше придумать, я бы точно придумала. Но как будто другого выхода нет. Катерина Витальевна, я вас не совсем понимаю, простите. И вы меня простите. Я вынуждена вас попросить сделать то же самое. Что вы делаете? Да я вам хочу показать, что на мне нет никаких записывающих устройств. Вот смотрите. Вот. Сзади тоже. Нету. В общем, нигде нету. В общем, если вы сомневаетесь, вы можете заказать проверку. Вот, и там в другом месте, в другое время я туда приду, как вы скажете. Я не сомневаюсь. Я просто не понимаю, к чему вы клоните. Прикройтесь уже, наконец. Да, спасибо, а то как-то это... Мы с вами собирались говорить о будущем чемпионате. Да. Вы хотите сказать, что Илья не поедет? Нет, конечно. В смысле, наоборот. Я наоборот считаю, что Илья лучший фигурист. И жаль, конечно, что не я его тренер. Ладно. В общем, именно он должен представлять честь страны. Вот, и... правда, это же невинная просьба. Я просто не могу дальше продолжать разговор, пока я не буду уверена, что нет этих устройств, записывающих на вас. Слушайте, вы меня пугаете. Вам моего честного слова недостаточно? Я не хочу оголяться перед вами. Если вам есть что сказать по существу, говорите. Если нет, я поеду домой. Мы с сыном в этом спорте 12 лет. Половину из них с вашей подругой. Если вы захотели похвастаться своей фигурой, прекрасно выставляйте фотографии в Инстаграме. Наберете лайков больше, чем здесь. Я не хотела похвастаться фигурой. Ладно, я поняла. Давайте так, давайте я другими словами. Смотрите, есть какой-то очень достойный человек, да? И его судьба, она попала в руки человеку, не обязательно такому же достойному. Вы намекаете, что я ужасная мать? Или он вам нравится как женщине? Господи. Только не говорите, что вы уже с ним. Что я уже с ним? Боже, нет, вы что, я не сплю с чужими учениками. В смысле, я со своими-то тоже тем более не сплю. Я не сплю ни с какими учениками. И вы отличная мать, и Илья отличный сын, и Господь тоже отличный. Но даже он, честное слово, не поможет вам достать золотые медали. Только если вы, точнее, не вы, а я с вами, я вам помогу. Видите, я не могу дальше говорить. Простите, я устала искать аналогии, не получается, извините. Господи, боже ты мой. Да, простите, а сзади тоже проверить. Все. Да? Да. Теперь мы можем говорить прямо, да? Можем. Пока обе не сварились окончательно здесь. Вот.
Илье скоро 16 лет. Я в курсе. День рождения как раз придется на чемпионат. Но его могут не допустить до участия. В идеальном мире решает несколько человек, а по сути один. Который хочет денег? Я этого не говорила. Значит, это он написал вам эти цифры на руке? Надо было спиртовой раствор захватить, под водой так просто не сотрете. Да нет, затрется, дома стиралась, не понимаю, в чем дело. Ну что, дома тоже у кого-то деньги вымогали? Вам смешно? Да, я в первый раз это делаю, дома попробовала, что-то такого. Не, ну вам-то понятно. Вы уже не первый раз взятки берете, да? Видеть не значит их брать. Не все судьи продажные, дорогая Екатерина. Держите, мало. Спасибо. А веревки у вас там за пазухой не найдется? Я ненавижу взятки. И принципиально их не беру и не даю. Принцип. Вы знаете такое слово? Или вы думали, что я изменю своим убеждениям в честь дня рождения сына? Сделаю Илье подарок? А может, у вас и первое место так покупается? Огласите весь прейскурант тогда уж. Да почему вы на меня-то нападаете? Ну сколько раз мне еще повторить, что мне самой некомфортно в этой роли? И я возмущалась не меньше вашего, когда узнала. А узнали тоже в сауне? Вы знаете, я боюсь даже теперь представить процесс передачи взятки. Или это в других местах происходит? А вы долго думали, прежде чем согласиться на этот позор? Позор? Я ничего не знала о ваших принципах. Я подошла к тренеру Ильи. Он дал ваш контакт. На прошлый чемпионат поехал не самый надежный парень. Да, у него по технике все было отлично, но вот с артистизмом беда. И вот что только не делали. 2 раза меняли хореографа. И знаете что? Ничего не помогало. И я была уверена, что поедет другой фигурист. А вот потом я узнала, как эти вопросы решаются. Если я найду эти деньги, и Илья поедет выступать за страну, вы считаете это честно? Я? Да в отличие от нас с вами, у вашего сына есть шанс заявить о себе на весь мир. Вы понимаете это? Да, я бы заплатила, если бы у меня были такие деньги. И я даже бы не посоветовалась с вами. Ну, хотите назвать меня беспринципной? Пожалуйста, мне плевать. Я видела всех соперников Ильи, я знаю, что он лучший. Если знаете, зачем за это платить? Бах! А вы как будто раньше ни за что не платили. Летние лагеря, подкатки, коньки, отели поблизости. Можно продолжать бесконечно. В этом спорте нету места для бедных. Вы считаете это взяткой? А я билетом в лучшую жизнь. Шрам у вас от коньков? Рядом с татуировкой? Да не, это мы с подругой на аттракционы ходили. Несчастный случай. Как в той песне про карусель. А вы, кстати, знаете, ваш сын на льду под ней выступал. Ой, не напоминайте. У меня голова уже кругом от этой группы. Фанатки штурмуют суд, приходится 5-е заседание переносить. А у вас, я так понимаю, своих детей нет, да? А почему вы так решили? Я просто не понимаю, зачем вы так рискуете. Или вам за чужих детей легче впрягаться, чем за своих? У меня была дочь. Рожденный порог сердца, прожила 10 месяцев. Простите. Вам не за что извиняться. Половину денег я отдам на этой неделе.
другую половину займу. Мой сын точно поедет на чемпионат? Деньги не нужны Виктории. Теперь я должна попросить перед вами прощения. А я не тренер. Меня наняли вторым адвокатом по делу Миши Кривощекова. Спасти парня хотят не только фанатки, штурмующие суд. Вы знаете, что такое жертва обстоятельств? Я с вами больше ничего обсуждать не буду. И молитесь, чтобы я вас не посадила вслед за этим убийцей. А Миша никого не убивал. У Рины обнаружили доброкачественную опухоль, и она мастерски сыграла роль смертельно больной. И Миша ей поверил, потому что любил сильно, понимаете? И другой человек тоже ее любил. Но и вампир ее пальцем не тронул. И все они уже наказаны, уверяю вас. Так выпустите меня, или я закричу. Да. Вам стоило лучше меня проверять и посмотреть полотенце. Я вас огорчу, дорогой тренер, адвокат или кем вы там являетесь. Аудиозаписи редко принимаются к рассмотрению в суде. А я об этом знаю. Поэтому здесь есть еще и камеры. А телефон для лучшей записи звука. Прокомментируйте. Вы что, меня шантажируете? Кто он вам, я не понимаю? Брат? Жених? Никто. А что, если у парня никого не осталось, его можно сажать? Он просто не нашел правильного решения в трудной ситуации. Даже если Миша не убивал свою девушку, он запер 9 других на заводе и оставил их умирать. Да он хотел их вытащить сам, он просто тупо не успел. Сначала его избили в больнице, а потом, когда он сбежал с патрульной машины, его задержали на заводе и избили снова. А знаете, что самое смешное? Что полицейские даже не отобразили сам факт его задержания в протоколе. Но вот Мишу с синяками видел артист, показания которого вы отказались приобщать к делу. Цитирую: «Чтобы не устраивать шоу». Хорошо? Тогда шоу устроим мы. Вы вели это дело пристрастно. Записи с камер наблюдения вы смотреть отказались. 4 свидетелей вы отклонили. Да, Миша совершил преступление, но, как я сказала ранее, он уже слишком тяжело за него поплатился. Да и вы, как мы посмотрим, так легко отошли от своих принципов, когда дело касалось человека, которого вы любите. Ваша Илюша в любом случае поедет на чемпионат. Но для Михаила тоже должна наступить справедливость.